Яндекс.Карты, куда вы меня завели? Куда ж меня завели эти карты? Солнце уже высоко, позади меня находится башня брата Дракулы, а значит мы в Беларуси, в огромном городе Солигорске. Вокруг кафе, рестораны, куда-то спешат люди, в общем кипит жизнь. И много кто стремится приехать сюда, чтобы работать, а потом отправиться в Дубай. Мне же всегда было интересно узнать, а что находится там, за границей города. Там, куда спешат многие, откуда возвращаются другие. Там, где заканчиваются 10 километров мнимого благополучия. Увидеть настоящий мир, а не эти бетонные джунгли. Поехали! Всего 10 километров от Солигорска и начинается такая великолепная природа. Заканчивается цивилизация и лето. Вот вокруг Солигорска повсюду эти коттеджи, такие домики, какие-то стройки. Все-таки тянет людей обратно в природу, и не один такой сумасшедший, идеальный асфальт. Его, кстати, уложили только зимой, в феврале месяце. А здесь раньше был магазинчик. Сейчас от него осталось только стены. Продуктов здесь особо нет, но хотя бы есть яблочки. Не ломать. Накажу. Просьба не воровать. Найду. Мало не покажется. Самая красота. Если ты решил влезть, то ты полный дурак. И жопа твоя бедная будет. Блин, великолепный. В общем, реконструкция объекта начнется. Но когда? А может быть и никогда. Что ж, погнали дальше. А вообще, довольно жутко все это вокруг Солигорска, как и, наверное, вокруг любого более-менее крупного развивающегося города, словно выжженная земля. Закрытые магазины, школы, заброшки, горы. А вот здесь, например, зимой были руины. А сейчас нет ничего, и, наверное, уже никогда не будет. Рядом брошенный грузовик. Одним словом, безнадежность. Безнадежно от того, что заброшены не средневековые замки, как везде в Беларуси, а обычные дома, фермы. В общем, все то, где еще совсем недавно, буквально вчера, кипела жизнь. И какой же сюрприз меня ожидал, стоило только пересечь границу между процветающим Солигорским и бедным Ганцевичским районом, между Минской и Брестской областью, между Центральной Белоруссией и Полесьем. Сразу и воздух чище, и яблоки вкуснее, и солнце ярче. Я тут думал, что жара будет часов в 9 утра. А жара уже в 7 утра. Я никогда так не ошибался. Надо же, какой вежливый. О, вот это там дерево стали. Вот это дерево, такие деревья, они встречаются крайне редко. Я просто обожаю, я не знаю, я просто фанат таких деревьев. Я уже, наверное, с десяток таких деревьев повидал, и я просто их обожаю. Наверное, надо начать записывать, типа, коллекцию небольшую. Вот эти деревьев, они просто ух.
Остановился наконец-то передохнуть. А тут такой вид, что щит. Все это выглядит просто невероятно. Смотришь так свысока на все это. И навевает на мысли, блин, это мне еще туда ехать, это так далеко, кошмар. До горизонта кругом лес. И в настолько глухих районах я еще ни разу не был. Как бы мне здесь прям очень нравится. Конечно, второй раз сюда ехать не захочешь. Очень уж глубинные глубин. На самом деле я немножко погорячился с выводами. Я просто еще не знал, что самое интересное ждет меня впереди. Невероятно ровная, пустая дорога. На многие километры вокруг лес, и здесь такой островок жизни. Сразу две вышки связи, коровы, красота. Это я удачно. Свадьба — это, конечно, хорошо. Счастье молодым. 2020 год. Кому кризис, а кому счастье. Актуальная, конечно, песня именно вот в таком месте. Только и думать о вечности. Наверное, я тот человек, которому не стоит жить в большом, а может и в принципе в городе. С другой стороны, я такой овощ, что за пределами города. Будет мне трудновато выжить. Обычно в таких местах люди на редкость приветливые. Но вот в этом году люди меня откровенно, знаете, побаиваются. Это, пожалуй, единственное, что здесь напоминает о пандемии. Ни одного человека в маске и социальной дистанции. А впрочем, здесь такие меры абсолютно бесполезны. Потому что можно проехать просто какое-то невероятное количество километров и не встретить ни одного человека. Ну хотя вот на этой свадьбе людей прям было много. Пожарная вышка. Знаете, раньше там наверху сидел человек и любовался всеми вот этими видами. А сейчас там просто камера. С другой стороны, там наверху, наверное, то жарко, то холодно. Все-таки удобно. А меня впереди ждет лес. Не, только нет. Оу, да. Я добрался до красивого места, а тут колючая проволока, ворота. Знаете, все самое лучшее, оно не для всех. Но рыбаки, они все равно найдут свой путь. Место действительно классное. А здесь вон даже встречаются олени. Но они, скорее всего, приходят по утрам попить водички. Но сейчас уже далеко не утро. Нормально так. Едешь ты по лесу, и тут внезапно остановочка. Электричество подведено, все по красоте. О. Пешеходный переход, нормально. Оба-на. Шикарно. Я не думал, что здесь, прямо посреди леса, найдется место, где можно отдохнуть. Такой лес. Я просто глазам своим не верю. Кошмар, это так близко к моему дому, а я здесь ни разу не был.
Наверное, раньше, скорее всего, был какой-то родник, источник, ключ. А сейчас поставили здесь колонку, можно набрать воды. И знаете, что я скажу? Это самая вкусная вода в моей жизни. Ну, возможно, просто потому, что я проехал 60 километров. Возможно, потому что ближайший хоть какой-то завод более чем в 20 километрах. И это не какой-то там завод, это так, заводик, еле-еле как поздающий признаки жизни. И это вода из недр земли. Тут холодная, чистейшая. Вообще, в целом, осмотреться так вокруг, я привык, что в лес зайдешь, и там вырубки, вырубки, вырубки. Тут же практически нетронутые леса, прямо на душе спокойно. Когда уезжаешь настолько далеко от города, то здесь уже надеяться остается только на Бога. Я так раньше внимания не обращал, но вообще их довольно много по Беларуси, особенно вот на сегодняшнем маршруте они постоянно. Такие ленточки, причем они совсем новые. Развиваются на ветру, прикольно. Типа что-то похожее есть где-то в Гималаях, там тоже повсюду вешают ленточки, флажки. Вокруг начался настолько непривычный мне пейзаж, что я будто бы в сказку попал. В очень грустную сказку. Но это невероятно. Я не представлял, что такое вообще существует. Будто бы я вырос в изоляции от мира. Ох, белорусское Полесье, свободная земля. Здесь дышать легко. Делай, что хочешь, никто тебя не осудит. Вот такая она, свобода. Только она никому такая не нужна. Ведь свобода, за нее и умереть не страшно. Но то ли дело смерть. А вот жить без теплого сортира, нет, это уж слишком. Чтению бесконечного числа книг и консультации с такими же энтузиастами, каким бы я мог стать, я предпочту блаженное невидение, как и миллиарды людей до меня, сейчас и после. Там козочка застряла между деревьев, а козел решил этим воспользоваться. Знаете, я похожий сюжет уже видел. Тяжело взбираться на такие холмы. Ведь как? Хочется, чтобы и ничего не делать, и вкусно поесть, и новый iPhone. А так не бывает. Потому как это уже не свобода, а эксплуатация. И это будет ограничивать свободу других. А впрочем, оно ведь так и было до недавних пор. А главное напоминание тому местная сидиба 19 века. Несмотря на ужас, который производит это строение, я не могу им не восхищаться как каким-нибудь гигантским заводом. Шикарная постройка, уже больше 100 лет она стоит без должного ухода, а все равно выглядит солидно, со вкусом. В него вложили прямо целое состояние. Конечно, от парка ничего не осталось, но вы себе только представьте, в такой глуши, здесь, когда еще только железную дорогу прокладывали, когда ходили паровозы. Вы себе только представьте, уже тогда здесь, в полукруглой комнате, был зимний сад. Да даже сегодня, в наше время, даже у президента нет такого дома. И здесь же, в 2 шагах, еще одно знаковое место, статуя свободы, как бы в подтверждение моих слов. Такая маленькая статуя свободы, как маленькая свобода. Мне кажется, это гениально, поставить ее в таком месте. Ну и как реклама, хороший ход. Опа, нормально, полетел. Молодые люди, можно, пожалуйста, потише? А как потише сделать звук? Сделал потише. Ганцевичи.
Один из тех маленьких, тихих белорусских городков. Уникален город доступной средой, просто невиданный для белорусских велосипедистов. Просто гляньте на эти тротуары практически без барьеров, минимум трафика на улицах. Кругом велосипедисты, даже прямо не пройти нормально. А вот парковка перед администрацией города. Это вообще как? Я в каком-то неописуемом шоке. Но пора отправляться дальше. «8 августа. Последний день лета. В этом году лето закончилось рано. Выдалось чудесное утро без жары. Все небо в облаках, но это было лишь затишье перед бурей. У меня был четкий план. С одной остановкой. Поехать посмотреть, как живет один белорусский поселок. Но по дороге я заехал совсем в другую деревню. И так мне там понравилось, что там я и провел весь оставшийся день. И еще издали нельзя не заметить колокольню огромного храма. Итак, Кривошин. Я много где был, но теперь это, пожалуй, мое любимое место в Белоруссии. Но магазинов здесь несколько. Помимо этого здесь находится психбольница, понимаю, и православный храм. Вот только выглядит он как-то не по-православному. Ну и неудивительно. Этот храм себе отжали под шумок какое-то там восстание и немного перестроили. Но какой же он огромный. Что-то близкое к пятиэтажке. Просто гляньте, как я потерялся на его фоне. И еще рядом шикарная детская деревянная площадка. Она меня как-то подкупила. Ох, на это можно смотреть вечно. В целом, вокруг аккуратные деревянные дома, без убогих заборов, что большая редкость в Беларуси. И как вишенка на торте, главная жемчужина Кривошина – это парк. Он и стал причиной, почему мои планы резко поменялись. Но изначально я не знал о его существовании, и проезжая мимо, я очень удивился. Вы просто посмотрите, как я ничего не подозревающий и ехал, а тут бум! Липовая, ох, ё-моё. Вот это да. И это не просто какой-то там парк. Тут два важнейших фактора. Во-первых, Кривошин прилегает прямо к заповеднику, поэтому природа здесь мое почтение. А во-вторых, это разнообразие растений. Раньше здесь была усадьба, и по легендам первым здесь поселился аж сын самого Миндовинга. И после столетиями здесь жили разные люди с фамилией, и кое-что из редких заморских растений даже прижилось и сохранилось сегодня. Парк закладывался давно и надолго. Просто посмотрите на эти ровные каменные блоки. Да сейчас дома не такие ровные, как эти блоки. И все это великолепие доступно сегодня каждому, вне зависимости от происхождения, статуса или цвета кожи. А от бывшей усадьбы не осталось и следа. Не думаю, что прежние хозяева были бы рады туристам каким-то там. С другой стороны, место не пользуется популярностью, и наслаждаться этим можно в полнейшем одиночестве. За несколько часов я видел только лесоруба. Приятно, что за парком ухаживают. А если без шуток, то в 2019 году парк привели в порядок. Восстановили мосты, поставили лавочки, скворечники. Вот такой получился маршрут. Бывает же так, что живешь рядом с удивительными местами и ни разу их не посетил. Что ж, это недоразумение по большей части исправлено. И в будущем, я думаю, меня ждет еще много неожиданностей в жизни. Потому что удивить меня в принципе, очень легко.